Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Планетарно же это время великой ретроградности. Сразу несколько планет находятся в ретро-движении. Они нам что-то будут возвращать, а мы будем выбирать. Это касается всех знаков зодиака. И причем выбор будет стоять не перед тем, что что-то новое или то, что мы начнем с нуля. Нет, скорее всего, выбор будет касаться той ситуации, которая сложилась прежде, и теперь необходимо с чем-то определиться окончательно. Что-то либо вы не захотите, либо не сможете продолжать. Может быть, и обстоятельства складываются так, подталкивая вас сделать этот выбор. И вторая составляющая или две главных темы, если мы говорим, первая – это выбор, то вторая – организация собственной жизни, может быть, с новыми условиями, с новыми сложившимися обстоятельствами или в соответствии с тем, что вы выберете. Плутон, несколько планет, как я уже сказала, так вот планета Плутон буквально с первых чисел сентября переходит, возвращается на время, это последний реверанс в знаке Козерог. И это Козерог, всегда мы знаем, правящая планета Сатурн, и поэтому все то, что происходит где-то в Козероге, связано возможно, с оформлениями. Или, если мы говорим про организацию собственной жизни, это могут быть пересмотр каких-то деловых соглашений, пересмотр семейных отношений, брачных контрактов, смена места жительства, опять же, оформление, может быть, документов, раздел имущества у кого-то тоже может пройти. Смена статуса, мои дорогие, у кого-то может пройти, вплоть до смены гражданства. Конечно, мы все разные, поэтому здесь у каждого что-то будет свое. И первую половину будет Плутон своего прохождения или нахождения в знаке Козерог. Где-то до середины октября он будет в ретро-движении, опять же, возвращая нам какой-то вопрос. После середины октября уже станет немножко полегче, и где-то в первых числах ноября мы уже будем более определены, продуманы, обдуманы какие-то наши действия, уже будет больше логики и какой-то последовательности. Дальше есть такой момент ретро-Сатурн до 15 ноября, и, по сути дела, любой транзит, он не начинается в одну дату и не заканчивается тоже в один день. Всегда есть какая-то прелюдия, когда мы чувствуем это раньше, но есть и послевкусие, когда какие-то события мы продолжаем, завершаем как будто в течение определенного времени. Поэтому и по Сатурну мы будем ощущать эти энергии где-то до конца года. И, надо сказать, еще и Нептун, мои дорогие, до 7 декабря он тоже в ретро-движении. Опять же, возвращаю нам какие-то вопросы. И ретро-Сатурн, и ретро-Нептун помогут тем, кто немного застрял. Может быть, в собственной жизни или в каких-то ситуациях, но больше в нерешительности. Вот мы не можем что-то начать. Вот здесь как раз у вас хватит решимости. Самое главное, ретро-Уран поможет эту решимость вам приобрести, потому что еще и ретро-Уран в знаке зодиака Телец, и этот транзит идет с заходом до конца января 2025 года. И мы знаем, Телец – это организация, опять же, нашей жизни, это само по себе благополучие. Поэтому не просто осень, мои дорогие, а именно с растяжкой где-то, с переходом на 2025 год. Я позже опубликую на своем сайте именно по всем этим планетарным транзитам и чего это может касаться, каких вопросов, каковы энергии. Я опубликую статью. Сейчас же я вас приглашаю, вы можете перейти в описании под видео, как и по ретро-Сатурну, события до конца года есть и видео, есть и гороскоп. Для всех знаков зодиака вы можете посмотреть, прочитать, соотнестись с вашими планами, небесное расписание, как-то продумать. Ну и найдете еще в описании много ссылок, как и на различные транзиты у нас. Не забываем, еще Лилит, черная луна, находится в вашем знаке, мои дорогие весы. Прочитайте эту статью, посмотрите видео, есть и для вашего знака видео. Также можно и по асценденту, и по луне. Какие-то подсказки вы точно найдете. А также есть по Хирону. Хирон у нас с заходом на 27 год. Поэтому какая-то действительно прежняя история должна быть или завершена, или как-то, если продолжена, то с новой организацией. И если мы сказали основные направления, выбор и организация по-новому нашей жизни, чего это будет касаться? Давайте достанем с вами 4 карты
выбор и организация, как карты видят, какие энергии или какие вопросы вам, возможно, придется согласовывать, решать. Что будет в центре вашего внимания осенью? Выбор и организация. Тут действительно нужно где-то стоять на своем или сделать выбор душой. По семерке жезлов всегда много людей вокруг вас. Каждый пытается вас приобщить либо к какому-то делу, либо на вас воздействовать так, чтобы вы на что-то согласились. Очень красочная карта, я надеюсь, видно хорошо. Наш герой расположен на вершине арки. Арка это находится еще и на вершине горы. Есть значение по этой карте, когда вы выше всех. То есть достаточно сильная позиция. Но нашего героя 6 жезлов кто-то пытается буквально достать. Вот и вас где-то могут пытаться достать. Причем в разных событиях жизни. У кого-то это через личную жизнь, а у кого-то через ваш труд, через ваш бизнес. То, что вы себе запланируете, это и будет главным. Наш герой на всякий случай заносит жезл, но он не торопится кому-то парировать. И карта говорит, у тебя хватит сил отстоять свое мнение, но тебе нужно правильно эти силы распределить. А нужно ли с кем-то буквально связываться, или нужно ли кому-то что-то доказывать, нужно ли в конечном итоге тратить терпение, энергию, время на то, что для вас не может быть продолжено. Вот, видимо, какие-то приоритеты в самом начале нужно будет расставить. Плутон поможет. Что же еще? Король жезлов – это у нас харизматичный лидер. И в этой колоде цвета имеют значение. Обратите внимание, возле головы, возле челмы перья белые. То есть это быть честным самим собой. Одно дело то, что мы хотим осуществить и правильно оценить с теми обстоятельствами вашей жизни, то, что вам сейчас как будто, либо само идет в руки, может быть такой момент, будьте внимательны, или то, что сейчас, как возможность какая-то появляется, или обстоятельства в реальной жизни, то, что вам позволяют в данный момент времени сделать, осуществить. Вот исходя где-то ваше желание и ваши возможности, вот и будет состоять выбор. Давайте еще посмотрим. Никаких действий. Вы от чего-то можете отказаться. Прообраз Юдифи. Она уж, как известно, отказалась, так отказалась. И, может быть, кто знает, эта карта будет означать для кого-то из вас, что, как и в личной жизни, какую-то историю можете завершить. Можете завершить и какой-то труд или труд в конкретной организации. Вообще, это карта независимости, самое главное. Когда вы не будете никому ничего доказывать, ничего объяснять, будете как раз действовать по собственному плану, графику, где-то жить. И помогает, сразу нам карта говорит, молчание. Может быть, кому-то это важно услышать. Если мы говорим про прообраз Юдифи, она никому не говорила, куда она собирается отправиться и что она собирается делать. В этом была ее сила, поэтому не торопитесь предвосхищать события, надейтесь сами на себя вот по этой карте. Но вот, видимо, сама по себе независимость суждений. Не надеяться, как и на других людей, что кто-то придет на помощь. Но если надеяться на самих себя, вы очень многое сумеете организовать, совершить или договориться. И где-то карта умеренности вторит про то, что могут быть какие-то из области иррационального события или не случайные случайности, когда у вас получится осуществить какой-то план. Это правда. Но может быть, знаете, когда мы предельно сосредоточены, что происходит вокруг. Вот это важно. Тут может быть как подсказка, которая приходит извне. Или для вас по карте умеренности именно в этой колоде карт может появиться какая-то возможность, которой вы не ожидали. Я все же скажу пару слов именно в этой колоде. Обратите внимание, ангел нам изображен, который переливает вот этот элемент неторопливости, переливает амброзию из одного кубка в другой. И многие ошибочно трактуют, что это из пустого в порожнее. Отнюдь нет. Именно в этой колоде Таро иллюминатов это означает исторический факт. Вся колода построена на исторических фактах. И если мы говорили про образ Юдифи, кому интересно, прочитайте. Может быть, вы найдете для себя больше подсказок.
то здесь 860-е года король франков, это династия мировингов, его звали Хлодвиг, он воюет с готами. И вышло так, что он со своим войском оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов, и погибель была неминуема. Но вот он обладал этой умеренностью, он умел себя взять в руки. Это будет совершенно необходимо, чтобы увидеть какой-то альтернативный вариант. Так вот, мог бы, конечно, Хлодвиг бегать по берегу и рвать на голове волосы, ну так образно говоря. А он нет, он ходил, прогуливался и обдумывал, он думал. И в итоге он обратил внимание, что возле реки Рейн растут ирисы, болотный ирис, вот эти цветы. Но здесь они изображены, поскольку цвета имеют значение, как я сказала, лиловый цвет – это символ божественного благословления. Но он увидел, Хлодвиг, желтые цветы, вот этот болотный ирис, и обратил внимание, что цветы растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Он знал, что они растут только на мелководье. Сумасшедшая идея, а не переправиться ли мне вброд, что он и сделал. Вот я вам рассказываю этот исторический факт, именно поэтому у нас создается вот такой аркан и радуга. На одном, я греческого не знаю, но на одном из наречий ирис это и означает радуга. Так вот, поэтому эта карта имеет столько символов, но для вас она вам хочет передать то значение, что возможность скрывается в тени. И вам важно будет что-то додумать. Или как-то поступить, как вы прежде не поступали. А для кого-то, я вполне могу предположить, куда-то вы поедете. Кто-то, меня смотрят люди из разных стран, может спасаться бегством. И такое тоже могу предположить, и тогда у вас это получится. Но по карте королева мечей вы никому не должны говорить. У кого-то правда может проиграться, вы что-то продумываете и уходите по-английски. Но это как один из вариантов. У кого-то будет все более банально. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие? Весы, давайте мы узнаем. Что нам еще расскажет эта удивительная колода? Как же изменится ваша жизнь? Еще одна карта независимости. Посмотрите, видимо, основной мотив – это быть независимым как в суждениях, так и поступать по собственному плану. Да, это карта интуиции, когда нам придется увидеть то, что скрыто, опять же, то, что в тени. Всегда верховная жрица – это та, которая все знает, и она нам изображена возле двух колонн. Одна колонна темная, другая светлая. Вот это то, что нам демонстрируют. Отчасти это может относиться к людям. Когда вам транслируют одно, а они задумали другое. И по семерке как раз жезлов в этой колоде. Нам почему вот такая позиция героя изображена? Потому что те, кто пытаются его достать, они имеют свои планы. И эти планы, они могут только в начальной части походить на то, что это выгодно героям. А на самом деле это будет какая-то ловушка. У кого-то и так может проиграться. Поэтому будьте внимательны. Ваша задача по верховной жрице. Вот эта темная колонна, то, что скрывается в тени. Это где-то причина и следствие. Будьте внимательны. Поэтому независимость суждений и где-то для вас, мои дорогие, не вступить в какие-то обязательства ложные, когда вы себя обесточите или сделаете, может быть, или поставите себя в такое положение, когда вы будете зависимы от людей, от обстоятельств. Вот здесь важно быть свободным, мои дорогие весы. Итак, как изменится ваша жизнь? Сама по себе карта выбора. Перед тем, как отправиться куда-то, вы должны будете определиться с чем-то. Давайте посмотрим. Эта карта может еще говорить о том, что придется словно сидеть на двух стульях, прежде чем мы определимся. Может быть, это и необходимо, никому ничего не говорить и какой-то период продолжать, как будто и вашим, и нашим. Но это лишь для того, чтобы вы с чем-то окончательно, опять же, определились, в каком направлении вы пойдете. Как изменится ваша жизнь, и после этого наступают перемены. Тут, правда, кто-то либо будет менять работу, кто-то будет менять личную жизнь в течение осени. Вы
можете столкнуться с какими-то и внешними событиями, которые подталкивают вас к чему-то. Это может быть и поведение людей, но по аркану колесницы нам предвещают успех. Успех, когда мы не оглядываемся назад, когда мы идем вперед. И карта говорит: встречай все новое, что приходит на твой порог. Не останавливайся где-то, не замирай от страха, не замирай в какой-то прежней ситуации или в прежнем шаблоне, потому что перемены, они неизбежны. И если вы даже что-то пытаетесь сохранить, у вас все равно перемены будут. Но тогда, если мы не выходим им навстречу, мы отдаем свою судьбу на волю случая. А здесь случай тоже будет, как я уже говорила по этому аркану, этот случай нужно переложить себе на пользу. Как изменится ваша жизнь? У кого-то будет переезд. Вы еще раз станете перед выбором. Выбор может касаться между людьми или между работой, или как дуальность, да, два как бы направления. И вы что-то осуществляете, на этом не заканчивается. Семерка кубков – это еще больше выбор. Из одного выбора в другой вы можете попасть. И может быть всегда по семерке кубков некоторая прокрастинация, когда мы не можем никак что-то начать. И с учетом того, что я сказала, ретро-Сатурн и ретро-Нептун как раз вам помогут, ну, до конца года этот выбор осуществить еще раз. Или даже если вы куда-то переехали, значит, перед вами, мои дорогие, весы, откроются новые перспективы. Но вам там придется не расслабляться, отнюдь нет, а как-то собрать себя на какие-то новые перспективы или на какую-то новую адаптацию или организовать жизнь как-то по-новому. У нашего героя разбежались глаза, нам говорят: нет, выбор сделать придется. И быть реалистом самое главное, что нам говорит эта карта, чтобы жизнь менялась к лучшему. Давайте мы из второй колоды карт добавим значение. И первую карту: дела, работа, бизнес. У кого-то, возможно, учеба или документы. Какова энергетика вот на эту деловую сферу? Будет означать первая карта. Вторая карта у нас будет: в чем ваша сила или куда направить энергию, в какое русло, каким вопросам больше уделить внимание. Сложности, неожиданности, которые вас могут ожидать в осенний период, но где-то и до конца года, вполне вероятно, с учетом транзитов. Подарки, сюрпризы, то, что вам будет помогать, мои дорогие. Личная жизнь, как видят карты. Для кого-то, для многих из вас личная жизнь может быть в центре как раз многих событий. И в чем вам повезет? Вот такую карту мы тоже достанем. Итак, дела, работа, бизнес, учеба, документы. Ну вот, наверное, выбор какой-то вам придется делать. Туз чаш – это карта эмпатии, это исполнение желаний. И я могу так косвенно предположить, что для многих из вас будут решаться вопросы по части семейной жизни, оформления отношений. Причем я допускаю у каждого по-разному. У кого-то бракосочетание, венчание, а у кого-то это могут быть и разводы. Но значит, может быть, тот развод, который уже фактически вас ничто не связывает. А бракоразводные процессы, которые иногда годами длятся, они изматывают. То здесь тоже будет какой-то конец, финал. Но самое главное, вы остаетесь довольны. Что бы вы тут себе не запланировали, с учетом всей энергетики, которую мы сейчас с вами рассмотрели по предыдущим картам, у вас есть возможность выйти победителем из любой ситуации и остаться довольным самим собой. Ну или где-то решить в свою как-то пользу больше вопросов. И неважно, что это: учеба, работа, смена работы или какая-то концепция вашей любовной истории. Давайте мы с вами узнаем. Вторая карта: в чем же ваша сила? Вы набираете темп. Это карта трансформации в этой колоде карт. И 1000 дорог сходятся в одной точке. Здесь у нас 8 жезлов, и 8 жезлов сходятся в одной точке. Постепенно. Значит, будет период, когда нужно правильно оценить обстановку и куда-то не торопиться. Но после этого, когда вы сделали выбор, быть где-то настороже, карта колесница, пусть она не сразу вам выпала, но от вашего выбора какое-то ускорение будет зависеть. И есть в такой момент, когда, вот я сказала по картам, посмотрите, что вам идет в руки. Вот здесь где-то это может совпасть карта. Или вот те возможности, которые у вас присутствуют на данный момент, использовать по максимуму. 8 жезлов. Что-то мы не можем отложить на потом. Сегодня есть эта возможность, завтра ее не будет. Помните, что в этом ваша сила. Где-то реагировать
молниеносно сначала просчитать, может быть, на эти просчеты или обдумывания, или на принятие решений. У кого-то, если я сказала не торопиться, будет пару дней, а у кого-то это просто может быть 15 минут. Нужно сесть и отключить эмоции и конкретно увидеть какую-то ситуацию. Но тоже это не сделать наспех, а именно уделить даже 15 минут, но решению какой-то проблемы. То есть вот тут такой нюанс, потому что придется действовать как-то вовремя. И в этом будет ваша сила. Есть и ускорение, значит, где-то куй железо пока горячо, мои дорогие. Сложности, неожиданности. Вообще ваша карта. И пусть у нас пара выпала, кстати, у кого-то будут вопросы личной жизни, пусть разные колоды даже, но и, конечно, ваша карта о чем говорит? Король мечей. Это рационализм, это логика, это холодность суждений и такие же холодные где-то рациональные действия. Карта может говорить, в чем сложности или неожиданности. Если вы оформляете какие-то документы, это больше как вам именно звучит как карта совет. Если ты не знаешь хорошо законы или именно направление каких-то законов, ты это должен изучить или обратиться к юристу, к адвокату, чтобы знать что-то наверняка перед тем, как продумать свои дальнейшие действия. У кого-то карта будет говорить, если ты себя чувствуешь не очень хорошо, нет смысла что-то ждать, обратись к врачу. Врачи тоже проходят по этой карте. По этой карте могут проходить, увы, люди в погонах. И поэтому какие-то нюансы могут быть. Поэтому берегите себя, мои дорогие весы. Не сделайте что-то опрометчиво. Будьте рациональны от начала до конца. Умейте, как вы услышать интуицию, так и подметить какие-то нюансы в обстановке вокруг вас. Повторяюсь, я уже говорила, это будет для вас важно. Тогда любые неожиданности вы словно можете предугадать, просчитать, увидеть на пару шагов вперед. Идем дальше. И четвертая карта у нас подарки, сюрпризы или то, что вам помогает. Еще одна карта, старший аркан, колесница, здесь помогает вам где-то скорость, как нам уже сказали, быстрое принятие решения или рациональность. И когда вы, безусловно, не оглядываетесь назад, вам придется в течение осени и даже до конца года действовать как-то по-другому. Для кого-то это переезд будет далеко. Для кого-то, может быть, и поближе. У кого-то эти переезды будут связаны с местом не просто проживания, а со сменой гражданства, да, такое может быть. Или много поездок. Или это перемены еще по работе, как релокация офиса. Кто-то из вас надумает работать на самого себя или уйти, знаете, как в свободное плавание, работать посредством интернета. Такое тоже я могу предположить. И иметь возможность работать из любой точки мира буквально. Кто-то может из вас рассмотреть пунктуально, как-то педантично подойти к этому вопросу, потому что нам две карты, по сути дела, независимости и свободы выпадает. Вам, мои дорогие весы. Поэтому для кого-то вот эта независимость, свобода будет где-то перекликаться, когда вы можете больше путешествовать, передвигаться, когда вы можете работать из любого места. Главное, был бы интернет. Отчасти колесница, ведь это пространство тоже нам передает карта. А пространство, эфир, интернет где-то совпадают. Поэтому вот столько символики вам передают карты. И здесь перекладывайте, конечно, каждый сам на себя. Самое главное, не застревать в прошлом. И тогда в этом и ваша сильная позиция, если мы говорим трансформация. Ну, так и вам это где-то помогает. Быть легкими на подъем. Кстати, мои дорогие, пятая карта личной жизни. Вот, пожалуйста, король мечей и королева мечей. Даже в этой колоде совпадают, правда. Здесь вы можете отдавать предпочтение тем отношениям, которые либо у вас с учетом ретро-планет уже на данный период времени сложились. Может быть, какие-то и будут завершены, но я могу предположить, что есть для многих из вас тот человек, который думает, как вы, или тот, кому вы можете доверять. Но все равно карта независимости, видимо, вы будете тоже где-то стоять на выборе, мои дорогие. Стоит ли доверять партнеру? Могу ли я положиться на данного человека? Вот, наверное, это будут основные вопросы. Все же вами будет руководствоваться сила рационализма, логики
и какой-то конкретики. Не хочется промахнуться, как по семерке жезлов. Не хочется ввязаться в какой-то вопрос, пусть это где-то даже будет касаться личной жизни. Или вы куда-то переехали, для вас тоже будет очень важно быть реалистом. И где-то карта вот все передает, то значение, о котором я уже говорила, я не буду повторяться. Но вообще это ваши карты. И если мы говорим пара, то есть все возможности не остаться в сольном варианте. Хорошо, давайте, в чем же вам повезет? В чем хотите, в том и повезет. Десятка чаш. Повезет к любви. Если вы будете предпринимать определенные усилия. Если вы не останетесь где-то тихо скучать в уголке в одиночестве. А это будет тоже важно. У вас две карты колесница. Хотите переехать, хотите обустроить теплый уютный дом, благополучие в вашем жилище, благополучие в семье. Хотите больше заработать денег, тоже, пожалуйста, десятка чаш. В целом, по максимуму, ваше благополучие. Поэтому, если в чем вам повезет, в вашем благополучии, в вашей радости, в вашем счастье, когда, по сути дела, сбываются наши мечты. Очень символично, что первая карта была тоже туз чаш. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.